В 2004 году финская команда Bugbear выпускает аркадную гонку с ключевой фишкой и реалистичными разрушениями, заставив вспомнить бывалых игроков Destruction Derby 1995 года. В 2006 году выходит сиквел Flatout 2, который получил еще большую популярность, хотя и был упрощен в плане физики, а графику сделали замыленной. Через год вышел полуремейк, который и за отдельную часть считать нельзя. И наступило затишье на долгие несколько лет. Наконец, в 2011 году только на ПК выходит Flatout 3, который мгновенно был уничтожен критиками, а затем и игроками, причем со стервенением, достойным лучшего применения. Каждый считал своим долгом влепить игре единицу и поучаствовать в конкурсе на лучший издевательский комментарий. Но что произошло на самом деле? Что стало причиной громкого провала? И был ли этот провал действительно таким катастрофичным, каким его представила пресса и игроки? Наш рассказ основан на нескольких интервью, включая наше собственное эксклюзивное интервью с Ронни Неллисом, руководителем Team Six, крошечной команды из голландского города Ассен. Ронни Неллис увлекался играми с малых лет, просиживая на чердаке с компьютером Commodore 16, на котором он и написал по книжке свою первую игру. Ронни Неллис и его друзья попали в индустрию, выиграв конкурс «Лучшая игра Бенилюкса», устроенный в 1998 году журналом PC Zone на лучший файтинг. В студии на тот момент было 5 человек, а самому Ронни Неллису на тот момент было 18 лет. Наградой по условиям конкурса служил контракт на издание игры победителя, которая носила название Descompatible, но уже с первых дней в индустрии Team Six не повезло. Им достался издатель, а именно Project 2 Interactive, который вскоре обанкротился, а игра так и не вышла. Разработчики игр в Голландии имеют нелегкую жизнь. Конечно, программирование преподают в вузах, но после никакой помощи новым талантам в трудоустройстве, и как следствие многие из них уезжают в другие страны, где более комфортные условия для работы. А издателя в Голландии найти не легче, чем создать игру. В последующие годы одна и та же неприятность преследовала Team Six. Почти все издатели, с которыми они работали, обанкротились, а другие, как Blim, вели сомнительный бизнес, не делясь процентом с продаж. Выпускали сторонние игры с почти таким же названием и отказывались предоставлять Team Six независимость, что выливалось в многолетние судебные процессы. Но мы не будем долго останавливаться на предыстории маленькой фирмы, так как об этом уже детально рассказано в другом видео, ссылка на которое будет в описании и по подсказке сверху. Отметим, что студия была сконцентрирована на гоночных играх, построенных на собственном движке, и до выхода Flatout 3 успела создать аж 67 проектов при штате всего в несколько человек, теснящихся в маленьком съемном офисе в центре Ассена, где даже столовой, судя по всему, не было, и трапезничать приходилось прямо на рабочем месте. Из открытых источников мы узнали о том, как серия Flatout попала в кулуары Team Six. В 2006 году американский холдинг Silver Star приобретает 85% акций британского издателя Empire Interactive, которому принадлежит права в том числе на серию Flatout. Президентом холдинга являлся Клайв Кабачник. Под его началом также находились такие издатели, как Strategy First и Zoo Entertainment, которая в свою очередь имела дочернее предприятие Zoo Games. В 2009 году Empire обанкротилась, и Кабачник при содействии Карима Фаргали из некой Scarab Entertainment закрепили права на Flatout за своей Zoo Games. Забегая наперед, скажем, что после расформирования Zoo Games права они отдали другой своей конторе Strategy First. Это была мутная и не вполне легальная схема, поэтому найти более детальную информацию в интернете вряд ли возможно. Итак, в 2009 году права попадают в Zoo Games, которая еще ранее заключила партнерские соглашения с Team Six на выпуск игры Monster Truck Mayhem для Nintendo Wii. Игра разошлась самым большим на тот момент для Team Six тиражом в 200 тысяч копий. На фоне успеха Zoo Games поручает голландцам создание Flatout также для Nintendo Wii. Игра, называвшаяся просто Flatout, выходит в США в 2010 году. После этого происходит брифинг издателя и разработчика, на котором определяется дизайн будущего Flatout 3 для ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Издатель просил разработчиков сделать игровой процесс быстрее и аркаднее в духе Burnout Revenge. Также они настаивали на добавлении различных транспортных средств в дополнение к привычным для серии американским Muscle Car'ам. В автопарк игры должны были входить маленькие и юркие машинки с Востока, суперкары в европейском стиле, болиды а-ля Формула-1 и огромные монстр-траки. На работу Zoo Games выделила немного больше бюджет, чем тот, с которым ранее работала Team Six, и это подняло энтузиазм разработчиков. Flatout 3 стал третьей игрой в дополнение к тем двум, над которыми уже работала студия в тот момент. Это был привычный для Team Six стиль работы, так как им надо было на что-то жить. Предыдущие проекты лишь окупали затраты на разработку, но не более того. Над всеми тремя играми корпело лишь 16 человек. Для сравнения, штат Bugbear, разработчика первых двух Flatout, в 2007 году составлял 40 человек.
Но уже совсем скоро наступает привычная ситуация для Team Six. Издатель пошел ко дну, и все 3 проекта, находящиеся в разработке, перестали оплачиваться. Ронни Неллис насчитал 14 месяцев, когда лично он жил без зарплаты. Разработчики трудились на энтузиазме еще полгода, после чего было решено отменить все 3 проекта. Flatout 3 к тому моменту был готов на 30%. После краха Zoo Games некоторые выходцы из нее основывают новую компанию под названием Funbox Media и под этим именем издают Flatout на Wii в Европе в 2012 году, через 2 года после релиза игры в США. Но вернемся чуть назад, примерно в начало 2011 года, когда на первый план снова выходит Strategy First. Стоит заметить, что репутация Strategy First была уже изрядно подмочена в середине нулевых. Уже не раз на нее подавали в суд кинутые разработчики, но благодаря влиятельным покровителям она смогла отбиться и не обанкротиться в кризис 2008 и последующие годов. Strategy First решает пойти на выручку, в кавычках, Team Six, но с весьма драконовскими условиями. Они предложили голландцам закончить работу над Flatout 3, отбросив консольные версии и с половиной и так мизерного предыдущего бюджета. Находясь в незавидном положении, Ронни Неллис принял это предложение. Он искренне считал, что сможет завершить проект. Сейчас, набив уже не одну шишку, он понимает, что это было глупое решение. Ронни назвал нам важные цифры. Бюджет всех 3 игр по Flatout, над которыми работала Team Six, а это Flatout для Wii, Flatout 3 для ПК и Flatout Stuntman для Android, в сумме составляла не более 2-4% от того бюджета, с которыми работала Bugbear. Суммируя все вышесказанное, мы получаем следующую картину маслом. Студия из 16 человек работала над 3 играми одновременно с бюджетом в 2-4% от уровня Bugbear, с перерывами на голодовку на движке, разработанном 2-3 людьми еще 11 лет назад. Картинка, которую видит игрок во Flatout 3, была абсолютно устаревшая и замыленная, но это был максимум того движка. То же касается и слишком простой физической модели. У разработчиков не было возможности использовать другой движок, тот же Unreal Engine, на котором в 2017 году они создали Road Rage. Звуковое сопровождение, также подвергнутое критике, на самом деле создавалось на аутсорсе профессиональными студиями и съело немалую часть бюджета. Понимая возможности движка и несмотря на адские условия, разработчики попытались сохранить фишки оригинальных игр, такие как трюки с выпрыгивающим водителем и арены, на которых устраивались массовые битвы. Кроме этого, добавили еще несколько режимов с использованием ночных гонок, бездорожья и кольцевых гонок на болидах с открытыми колесами. Всего было 9 режимов и 55 автомобилей. Но были и откровенно спорные фишки в самом геймплее, такие как нитро, ремонтирующие машину или отдельный накапливаемый бонус оружия, раскидывающий оппонентов от одного касания. Не сыграло в пользу Flatout 3 и решение издателя анонсировать игру за неделю перед релизом, а наспех склепанный трейлер вызывал больше вопросов, чем ответов. Кроме этого, прессе не были предоставлены бесплатные копии игр для рецензии, как это было общепринято. Итак, спустя лишь 8-9 месяцев работы, Flatout 3 вышел на ПК 13 декабря 2011 года. Флешмоб с уничтожением игры запустил портал Eurogamer, влепив ей кол. Популярность портала, до этого невысокая, вмиг подскочила. Волну поднявшегося хайпа заметил некий Edge, также поставив кол и скопировав статью с Еврогеймера, и пошло-поехало. Дошло до того, что на личный имейл Ронни Неллиса стали поступать письма с угрозами. Один из таких фанатов отсылал Ронни письма с пожеланием ему и его семье смерти за то, что тот уничтожил серию. На что Ронни деликатно спросил, играл ли тот человек в игру. Тот ответил, конечно нет, всем же ясно, что это дерьмо. Тогда Ронни отослал ему бесплатно ключ для активации игры и вскоре получил сообщение, что игра фанату в целом понравилась, и так было постоянно. Самые злобные хейтеры признавались, что не играли в игру, а просто плыли по всеобщему течению. При этом было и немало отзывов от игроков, которые, если не восторгались игрой, то искренне не понимали предвзятого отношения к ней. Никто же перед релизом не обещал Октябрьскую революцию и не призывал готовиться к 8-му чуду света. Это была просто очередная часть не самой, будем честны, революционной франшизы. Но почему-то публика решила, что игра заслуживает только одну оценку – единицу. С тех пор она так и болтается среди самых низкооцененных игр в Steam за всю историю. Но было бы верхом цинизма называть игру одной из худших в истории даже в рамках жанра. Они, эти критики, Need for Russia вообще видели?
Ситуация напоминает нашу Lada Racing Club, которую принято было ругать последними словами даже теми, кто в жизни ее не запускал. Но в отношении Лады сыграли свою роль ожидания, связанные с массивной кампанией, развернутой пиар-отделом. В случае же с Flatout 3 никаких обещаний не было, хотя Strategy First вполне могла бы разогреть публику красивыми трейлерами. Ну и несмотря на волну хейта, игра первое время держалась на 5-6 месте по продажам в Steam. При этом сам Ронни, будучи заядлым геймером, прекрасно понимает, что продолжение не должно было быть таким, и игра далеко не шикарная. Но, беря во внимание условия, в которых они работали, лучшего создать просто было нельзя. Им предложили работать над известной франшизой, и вначале все выглядело многообещающе, несмотря на бюджет меньше, чем у современных инди-игр. Но затем они лишились и этих скромных денег, но продолжали работать целыми днями еще полгода. И все бы закончилось там, где и началось, но в дело включилась Strategy First, которая была без разницы, в каком виде выйдет игра. Потрясла парой баксов, лишь бы разработчики не умерли с голоду, и вполне вероятно пообещали другие дивиденды. Но после выхода игры Team Six прекратила всякое взаимодействие со Strategy First, и та в 2015 году отправилась искать нового разработчика-жертву для Flatout 4, найдя его в лице французской Kiloton, составленной из оставшейся части бывшей Eden Games. Вероятно, ситуация там была примерно такая же, так как Flatout 4 по геймплею получился едва ли лучше Flatout 3, разве что графика не так проседала от стандартов времени. Ну а теперь посмотрим на оценки игры в Steam. 52%. Ну-ну. Да что уж там говорить, если сама Bugbear, создавшая идейного наследника Flatout Wreckfest, в 2014 году изменила рецепт собственного торта, сделав ставку на техническую часть, упразднив нитро и сделав разрушение в гонках просто невыгодным, упустив тот тонкий баланс безумия и реализма, свойственным двум первым частям. На хайпе игра собрала хорошие деньги в первые недели, но сейчас как-то особых припадков ностальгии по отношению к ней не видно, не слышно. Но вернемся к Team Six. Последней игрой серии Flatout, над которой работала команда разработчиков, была Flatout Stuntman для Android. Игру выпускали под патронажем Nvidia, и она получила высокие оценки в Google Play, средняя 4, и популярность. На момент закрытия в 2017 году игру скачали от 500 тысяч до 1 миллиона пользователей. Третий Flatout стал большим уроком для Ронни Неллиса и студии Team Six. Несмотря на все трудности, Ронни и его команда живы и, более того, чувствуют себя сейчас намного лучше. Впоследствии их ждал успех на мобильных платформах с более казуальными геймерами. Игры Monster Jam Crushed и Uphill Rush Water Park Racing получили большую популярность. Первая удостаивается премии за лучшее экономическое достижение, а вторая была скачана более 100 миллионов раз на Android при рейтинге 4.2 и 4.6 в App Store. В 2018 году вышла их самая успешная компьютерная игра Super Street The Game, созданная в сотрудничестве с одноименным американским журналом Pro Street Racing. Всего же команда за свою историю выпустила 87 игр. В 2017 году Ронни основал собственное издательское бюро Lion Castle, а его команда разрослась и уже имеет комфортный офис в 40 сотрудников на месте и еще 20 на аутсорсе. Сейчас он работает над самым большим проектом в своей жизни с достаточным количеством кадров, надежными партнерами и с нормальным бюджетом. О чем эта игра, мы наверняка скоро узнаем.